прошлой, 7 главе Кагурабачи, по пути в чайную Харухару, Тихира столкнулся с очередными магами, взявшимися за поручение Соджо Геничи. Однако совсем не случайно ему на выручку пришел один знакомый, который, превышая свои полномочия, избавился от противника. Зовут, кстати, этого человека Азами. Он работает на некую правительственную группировку под названием Камунаби, занимающуюся обеспечением безопасности государства. И как раз таки в данный момент эту угрозу представляют 6 магических катан Ракухира и даже 7-й клинок Тихира. Ведь, как я и предполагал, с помощью этих устрашающе мощных орудий злодеи, скорее всего, захотят вновь устроить анархию, как во время войны с Эйтей. Но пока, так как Азами является старым другом Кунисиге и Сибы, информация вокруг главного героя и его магической катаны не афишировалась. Главной же целью визита их друга было доложить информацию о том, что уже через месяц состоится аукцион Ракудзачи, на котором Соджо выставит тот самый запечатанный магический клинок Истинный Удар. А то есть во владениях этого криминального торгаша оружием есть не только пронзающие небеса, но и еще один. К тому же он не оставил своих надежд заполучить и 7-ю магическую катану, поскольку во время отчета перед членами Хисяку Соджо заявил, что все идет по плану. И, кстати, немного о заднем фоне. Думаю, вы заметили, что обстановка очень сильно похожа на пространство Мудзана из клинка рассекающих демонов. Скорее всего, это пространство является магией какого-нибудь из Хисяку. Интересно будет посмотреть на ее применение в бою. В этой же 8 главе Соджо решает лично пойти за головой Тихира. И это, ребятки, просто лютый разнос. Ведь так мы лицезрим мощь нового магического клинка, а также увидим, что противопоставить ослабленный ГГ против такого опасного врага и крупной шишки преступного мира. Так что погнали разбирать эту шикарную главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 8 глава Кагурабачи, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы сможете по ссылке в описании, как только я закончу обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход 8 главы. Ну что, ребятки, мои поздравления. Автор Кагурабачи Хакадзона в 8 главе приготовил нам сочнейшую цветную страницу с Ракухира Тихира и его сильнейшей на данный момент техники клинка Нисики, а именно трехцветную золотую рыбку. Ее свойства нам еще подробно не объясняли, так что может это знак на раскрытие этой техники? Повествование же начинается с того, что Сиба предлагает главному герою пока некоторое время передохнуть и не высовываться на улицу лишний раз, так как хоть им сейчас и помогает государственная организация Камунаби, и вроде бы охота Соджо на ГК должна подутихомириться, однако, как говорил Азами, Тихира еще не готов противостоять столь опасному противнику, а значит им нужно как следует обдумать план дальнейших действий. К тому же самому Тихира следовало бы подготовиться к сражению. Ну а пока они решили переждать это время у Хинао, которая любезно их приняла. К тому же в этой главе полностью раскрыли персонажа Даруму. Как оказалось, это было лишь прозвище взрывателя, а настоящее его имя было Мадока Нарисаку, который был непревзойденным волшебником, живя убийствами и не знавшим вкуса поражения. Ну, по крайней мере, до того момента, как этого персонажа не одолел Тихира. Дарумой же его прозвали из-за создаваемых им одноименных взрывных кукол Дарума. Во время допроса также всплыла одна интересная информация о его прошлом, а именно о том, что от него отвернулась собственная семья из-за того, что, занимаясь заказными убийствами, всех его родных заклеймили бомбардировщиками.
магами. И поэтому Мадока не мог уже жить по-другому, ведь по собственной вине он лишил себя смысла существовать. Однако Сиба, говоря, что раз уж тебе удается корчить такую рожу, то и измениться ему вполне хватит сил. К тому же допрос не намеревался заканчиваться убийством взрывателя Дарумы, в отличие от предыдущих злодеев, показанных ранее, так как Сиба решил дать этому человеку второй шанс, чем собственно и решил воспользоваться Нарисака. И прежде всего он решил вновь вернуть самое дорогое – доверие своей семьи. К матери ему так и не удалось дозвониться, но вот его сестра все-таки взяла трубку. Конечно, из-за прошлого она не особо горела желанием общаться с человеком, запятнавшего их семью, и Мадока понимал, что его просто так не простят за все, что он наделал, говоря, что он завязал с убийствами и больше не собирается быть магом Дарумой. Конечно, для того, чтобы вернуть упущенное, понадобится много времени, но Нарисаку готов был пойти на это. И после долгого разговора его сестра все же согласилась приехать за ним утром, и этот новый день должен был стать для него символом начала жизни с чистого листа. Вот только сев в машину, Мадока заметил, что его сестра была мертва, после чего, не успев отвести взгляд от этой кровавой картины, как его тут же пронзают катаной. И вы не поверите, кто был этим убийцей. Избавиться от Нарисаки лично пришел Соджо Геничи. А на вопрос Мадоки, за что он убил его сестру, главный торговец оружием сказал, что их смерть – это плата за невыполненное задание. А то есть этот псих убил не только сестру мага Дарумы, но и поиздевался над его матерью, у которой бывший злодей так и не успел попросить прощения. А из-за смертельного ранения из тела Мадоки начали непроизвольно синтезироваться взрывные куклы, которые, взорвавшись, и стали окончательной причиной гибели Нарисаку. Сам же Геничи не стал терять времени и направился к младшему брату мага-промывальщика мозгов, желающего мести главному герою за убийство старшего. Но и тут Соджо соизволил показать нам свою гнилую натуру, ибо, получив информацию о местонахождении Ракухира, он решил перед битвой разогреться на этом парне, в конечном итоге прикончив бедолагу. Однако парнишка, прежде чем умереть, все же успел применить их родословную магию промывки мозгов и даже показал нам одно из ужасных воспоминаний этого злодея. И честно сказать, выглядело данное воспоминание достаточно жутко. Куча висящих трупов и стоящий под ними некий ребенок. Был ли это сам злодей или это была его сестра, пока неизвестно. Но наверняка именно из-за этого случая Геничи и решил пойти по черному пути. Ликвидировав мелкого мага-промывальщика мозгов, Соджо незамедлительно направился в чайную Харухару, в которой он чуть не прикончил Хинао, вот только Тихира каким-то чудом сумел заблокировать удар противника. И это при том, что он все еще не успел отдохнуть и избавиться от последствий использования клинка бездны. Вот только времени на отдых больше не было, поскольку Тихира по одному только взгляду на магический клинок пронзающего облака понял, что перед ним стоял никто иной, как Соджо Геничи. Собственно, это было видно от страха оцепенелому выражению лица Шаль. Противник не стал церемониться и тут же влупил одну из техник магической катаны, для того, чтобы наглядно проверить, была ли у его цели неизвестная всей Японии последняя магическая катана Ракухира. Сам же главный герой, используя клинок бездны, сумел защититься от атаки противника, выражение лица которого таки искрилось радостью, поскольку он все же нашел желаемое. Что же, ребятки, 9 глава Кагурабачи обещает быть невероятно увлекательной, ибо Тихира сойдется в сражении с еще одним обладателем магического оружия. Бой будет явно не из легких, поскольку ГГ так и не успел набраться сил после предыдущей битвы. Но зная, что Соджо использовал творение его отца для того, чтобы убивать невинных и творить зло, Ракухира явно просто так не отступит. Надеюсь, в следующей главе нам как раз таки в полной мере покажут и расскажут, как работает его третья техника золотой трехцветной рыбки. Может, даже мы увидим первый левелап ГГ на заре этого тайтла. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забывайте про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Welcome
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't